Это листик, который я сегодня отрезал. Начну, пожалуй, я с того, что приготовлю субстрат. Собственно, много его не нужно, вот просто вот эту вот часть. Второй вариант укоренения более интересный. Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала, любители выращивания комнатных растений. В этом видео я вам расскажу, как за 1 год вырастить вот такое замечательное растение. Это Замия окулькас. Народное его название еще многие, может быть, слышали. Его называют долларовое дерево. Его можно вырастить буквально из одного вот такого вот листочка. Листочки я уже приготовил. Это листик, который я сегодня отрезал со взрослого растения, которому уже примерно 7 лет. А вот этому растению всего лишь 1 год. В прошлом году я укоренял такими же листиками. И вот что получилось за год. Сегодня я вам покажу простой, быстрый способ, как размножить Замия окулькас, долларовое дерево, в домашних условиях с помощью всего лишь одного листика. Для того, чтобы размножить Замия окулькас вот такими вот листиками, я вам покажу, кстати, сегодня 2 способа. Укоренять можно по-разному. Начну, пожалуй, я с того, что приготовлю субстрат. Субстрат не совсем обычный. Это наполнитель для кошачьего туалета, гранулированные опилки. Вот видите, такие вот прессованные. Владельцы домашних животных хорошо знают, что это такое. Это хороший субстрат для укоренения не только комнатных растений, но также и черенков винограда. Об этом я уже рассказывал в своих прошлых видео. Можете посмотреть, как я использую этот субстрат. Ну, главное, правильно его приготовить. Плюс в том, что он очень дешевый. Купить его можно практически в любом магазине. Потребуется также небольшая пластиковая емкость. Вот у меня такой есть поддончик. Сюда я насыпаю небольшое количество гранул. Ну, примерно, сейчас я вам покажу. Здесь у меня примерно около, наверное, 150, может 200 граммов. Вот надо, чтобы было их совсем немного. Далее добавляю воды. Обычная комнатная вода. Если вы используете воду из водопровода, то тогда, конечно, желательно, чтобы она какое-то время отстоялась. Добавляем понемногу воду, и в это время происходит набухание опилок, гранул точнее. Они растворяются постепенно, не растворяются, а разбухают и приобретают вид обычных опилок. В чем плюс такого субстрата? В том, что в нем нет практически никаких болезнетворных микроорганизмов, потому что вот чтобы такие гранулы получились, их термически обрабатывают, поэтому все там температурой убивается, вся вредоносная микрофлора. Вот так вот периодически помешиваем и добавляем постепенно воду, превращая гранулы в субстрат. Происходит это достаточно быстро, пройдет примерно 10 минут, и все эти гранулы разбухнут и превратятся в обычные опилки. Итак, субстрат готов, гранулы разбухли. Смотрите, насколько увеличились по объему опилки. Вот теперь это уже готовый субстрат для проращивания. Кстати, хорошо также укореняется Замия окулькас в агроперлите, в вермикулите, в кокосовом субстрате. Все это также можно применять. Но сегодня я использую, вот, можно сказать, обычные опилки. Кстати, укоренять Замия окулькас можно практически на протяжении всего года. Сейчас середина января. Вот это растение, которое я вам показал в начале ролика, я также в прошлом году укоренял в это же время. На укоренение листа до появления у него корешков и небольшой бульбочки уходит примерно 2-3 месяца. Как раз вот весной уже растение вступит в активную фазу роста, даст новые побеги и уже через год будет иметь вот такой вот вид.
Итак, что же делать дальше? Ну вот смотрите, берем листик замиокулькаса. Я в качестве ускорения корнеобразования использую корневин. Вы можете использовать любой другой укоренитель, который найдете в продаже. Это не важно. Главное чем-нибудь стимулировать, любым препаратом стимулировать корнеобразование. Потому что достаточно долго появляются корни у замиокулькаса. Вот, чтобы этот процесс ускорить, я рекомендую использовать какой-либо укоренитель. Также вот еще удобно пользоваться вот такой вот кисточкой небольшой. Мы ее просто берем, обмакиваем в воду, немножко берем небольшое количество, захватываем кисточкой корневина. Вот смотрите. И нижнюю часть листика смазываем укоренителем, стимулятором корнеобразования. Много его не нужно, вот просто вот эту вот часть. Отсюда и пойдут в дальнейшем корни. Далее берем и вот этот листик вот таким образом помещаем в субстрат. Глубоко помещать не нужно. Вот смотрите, примерно на 1/4 от листа. Таким образом, вместо обработки в нижнюю часть листа, где должны появиться корни, будет попадать не только влага, но и воздух. Это также важно для скорейшего укоренения замиокулькаса. Второй вариант постановки листа на укоренение более интересный, но немного более сложный. Он позволяет добиться сразу большого количества ростков, их может быть сразу несколько, в отличие от вот такого варианта. Также ускоряется появление большого количества бульбочек и корешков. Но нужно сделать небольшие повреждения на листе, вот на его центральной вот этой части. Для этого очень удобно пользоваться обычным вот таким вот ножом острым. И делаем вот такие вот небольшие, смотрите, вот показываю вам поближе, насечки. Вот. Вырезал небольшую часть листа. И это я повторю на нескольких участках. Вот просто делаем вот такие вот повреждения. 2, 3, 4 штучки. Вот видите, здесь вот можно еще сделать. Вот. Вот так это выглядит. Далее берем опять же корневин. И начинаем места, которые мы вырезали, обрабатывать, чтобы туда попали частички укоренителя. Следующий очень важный момент при таком способе размножения замиокулькаса – это правильно расположить лист. В отличие от первого варианта, где мы размещали лист вертикально, в этом случае лист располагаем горизонтально, вот таким способом. Вот смотрите, в этом случае заглубляется практически большая часть листа, 2/3. И главное, чтобы субстрат прикрывал место, где мы сделали повреждение на центральной жилке листика. Вот нужно, чтобы субстрат его прикрывал. Вот таким образом. Итак, смотрите, я поставил 5 листьев на укоренение, 3 поставил вертикально и 2 горизонтально. Ну и дополнительно я еще сейчас немного опрыскаю обычной водой, чтобы листья не высохли во время укоренения. Желательно создать условия мини-парничка. Для этого я беру обычный пакетик целлофановый упаковочный и вот так помещаю контейнер с листьями в пакетик. Получается вот такая мини-тепличка. Конечно, периодически нужно будет осматривать листья, чтобы не появилась плесень, чтобы они не загнили. Важно ни в коем случае не упаковывать плотно, не закрывать пакет. Должен быть
доступ воздуха вот таким вот способом, вот таким образом. Контейнер должен стоять в достаточно теплых условиях. Температура для укоренения желательно соблюдать примерно плюс 20 градусов. И, конечно, растению нужен свет. Свет либо естественный от окна, но, к сожалению, у нас не всегда получается на окне в зимний период, чтобы было тепло. Обычно условия на подоконнике всегда более прохладные. Для этого можно установить контейнер под фитолампу, либо под обычную лампу светодиодную 4000 кельвинов, 10 ватт лампы для освещения вполне хватит. Всем большое спасибо за просмотр, хорошего вам цветения.